Привет, друзья! Германия сегодня на распутье. Канцлер Фридрих Мерц прибыл в Бразилию. Там обсуждают создание глобального климатического фонда. Суммы огромные, решения непростые. Для Берлина это не просто вопрос экологии, а проверка, готова ли Германия брать на себя новые обязательства, когда внутри самой страны все становится намного сложнее. В энергетике звучат серьезные предупреждения. Стремительный рост искусственного интеллекта может вызвать повышенную нагрузку на энергосистему. Уже сейчас дата-центры работают на пределе, и правительство вынуждено искать выход. На этом фоне сам Фридрих Мерц открыто говорит о долгах и требует пересмотра финансовой политики. Его позиция вызывает споры, но отражает нарастающее беспокойство в экономике. А дальше тема, которая затронет миллионы жителей. Программа Бюргергельд и система ухода за пожилыми. Они становятся испытанием для государства, которое должно удержать баланс между поддержкой и возможностями бюджета. Все эти последние события разберу буквально сейчас за несколько минут. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Бразилию на международный климатический саммит, где обсуждается создание нового фонда для защиты, внимания, тропических лесов. Этот проект предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совместно с другими странами, в которых находятся крупнейшие лесные территории. Идея фонда проста – платить тем государствам, которые сохраняют свои леса, и штрафовать тех, кто продолжает массовую вырубку. Часть средств планируется направить на поддержку коренных народов, живущих в тропических зонах. Общий объем фонда оценивается, внимание, в 125 миллиардов долларов. Из них около 25 миллиардов должны поступить из государственных бюджетов, а еще до 100 миллиардов из частных инвестиций. Бразилия уже пообещала внести 1 миллиард долларов. Германия поддержала инициативу и заявила о готовности участвовать в финансировании, но окончательная сумма немецкого вклада пока не названа. В Берлине подчеркнули, что решение будет принято после анализа деталей проекта. Этот шаг Мерца показывает, что Германия намерена участвовать в глобальной защите климата, но при этом хочет четко понимать, как именно будут использоваться средства. Следующая новость – одна из самых важных для Германии. В Германии формируется серьезная проблема. Стремительный рост индустрии искусственного интеллекта может привести к дефициту электроэнергии. Ведущие дата-центры страны, особенно в регионе Франкфурт на Майне, уже работают на грани возможностей, и правительство предупреждает, если не будут срочно приняты меры, промышленность может столкнуться с серьезными перебоями. Энергоснабжение. Причины проблемы не только растущий спрос на мощные вычисления, требующие круглосуточного питания, но и высокая цена энергии и недостаточная мощность ядерных и других источников. Ожидается, что объем потребления электроэнергии дата-центрами и инфраструктурой искусственного интеллекта может вырасти к 2030 году на 10%. При этом сети уже сейчас перегружаются. Эксперты отмечают, что Германия находится в невыгодной позиции. Производственные расходы на энергию в стране заметно выше, чем, например, в Соединенных Штатах Америки или Китае, что снижает конкурентоспособность. При этом перемещение вычислительных мощностей в регионы с более дешевым и стабильным питанием становится реальным риском. Правительственные и отраслевые игроки рассматривают несколько мер. Это ускорение строительства новых источников энергии, развитие накопителей, создание запасных, линий электропередач и введение тарифов для крупных потребителей инфраструктуры искусственного интеллекта. Но время работает против. Каждый месяц без решительных действий приближает страну к моменту, когда перебои или ограничения станут реальностью. Индустриальный цифровой прорыв Германии рискует застопориться не из-за нехватки технологий, а из-за энергии, необходимой для их работы. Следующая новость связана с внезапным заявлением. Канцлер Германии Фридрих Мерц критически оценивает долговую политику Берлина, отмечая, что федеральное правительство заметно зависит от дешевых кредитов. По его словам, рост заимствований и зависимость от дешевого денежного финансирования стали характерной чертой современной Германии. Он отмечает, что чрезмерная зависимость от заимствований наблюдается во многих западных странах, теперь заметно и в Германии. Мерц подчеркивает, объем госдолга вырос, выплаты по процентам растут лишь, внимание, с 2021 по 2025 год годовые расходы на обслуживание долгов увеличились с примерно 4 миллиардов евро до почти 30 миллиардов евро. В этом смысле дешевые деньги становятся ловушкой.
Он предупреждает, что такая политика не может быть долгосрочной, вместо того, чтобы стимулировать рост, чрезмерные займы и низкие ставки создают риск для финансовой устойчивости и снижают готовность к будущим вызовам. Мерц призывает к жесткой дисциплине, меньше долгов, меньше уязвимости, больше независимости, в том числе и в экономике. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заметное заявление о состоянии армии. Он заявил, что Бундесвер должен готовиться к новым угрозам, а не жить по старым правилам. По словам Мерца, с вызовами сегодняшнего дня нельзя справиться методами, которые уже устарели. Канцлер потребовал ускорить реформу армии, убрать бюрократию и повысить готовность солдат. Он подчеркнул, сила Германии не в количестве танков или самолетов, а в людях, которые готовы действовать быстро и решительно. Министр обороны Борис Писториус сообщил, что армия планирует расшириться со 182 тысяч военнослужащих и 100 тысяч резервистов до примерно 460 тысяч к середине 2030-х годов. Мерц отметил, время требует решительных шагов, Германия должна стать более устойчивой и готовой реагировать на современные вызовы. И это только начало. В Германии центр занятости, джоб-центр, все еще оказывается в кризисной ситуации. Данные показывают, что лишь 48% людей, получивших поддержку по программе «Гражданское базовое обеспечение» Бюргергельд, спустя 3 месяца после трудоустройства выходят из системы помощи, то есть более половины вновь возвращаются к государственной поддержке. По статистике, почти каждый второй, завершивший курс трудоустройства, снова оказывается в системе помощи уже через короткое время. Работа найдена, но удержаться вне государственной поддержки удается менее чем половине. Причины, внимание, комбинация слабой экономики, низкого уровня квалификации, а также то, что заработок часто не превышает суммы, достаточной для независимости от помощи. Эксперты отмечают, многие получатели работы вынуждены просить доплаты или сохраняют статус нуждающихся. Ситуация вызывает обеспокоенность у социальных служб и правительства. Если тенденция не изменится, рост расходов на базовое обеспечение может ускориться, а задача вернуть людей к самостоятельному обеспечению станет еще труднее. А дальше еще интереснее. В Германии растет обеспокоенность, одна из ключевых отраслей здравоохранения, то есть уход за пожилыми, все сильнее зависит от иностранных специалистов, и их удержание внутри страны становится сложнее. Согласно исследованию университета Фридриха Александра в Эрланген-Нюрнберге, главная проблема не контракты, не зарплата, а отсутствие культуры остаться. Сейчас каждая 5-я сотрудница в немецком старческом доме имеет иностранное гражданство. Однако многие специалисты из стран Азии и Африки жалуются, что оказались в положении, когда ученая степень на родине не позволяет выполнять ту работу, к которой они привыкли. Вместо сложной процедуры они занимаются базовым уходом и бытом пациентов. Вместе с тем бюрократия, языковой барьер и одиночество добавляют стресс. Цитата. «Я должна работать 12 часов и еще учить немецкий по вечерам», говорит одна из участниц опроса из Вьетнама. Ученые подчеркивают, привлечение кадров за рубежом полезно, но неэффективно, если не создается именно система, в которой они хотят остаться надолго. Простые меры, адаптация к месту, поддержка при переезде, языковая программа и продвижение внутри профессии могут улучшить удержание. Цитата. «Нам нужна не только культура приветствия, мы нуждаемся в культуре остаться», заявляет исследователь Тобиас Ведингер. Ситуация ясно здесь показывает. Германия выигрывает от притока иностранных уходовых работников, но теряет эту цену, если не создает для них нормальную профессиональную и социальную среду. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.